Зрители, добрый день. В общем, ребятки, что-то вчера я снимал, в общем, какую-то ерунду там снимал в плане того, что получилось там что-то видео какое-то корявое, блин, я знаю, извиняюсь. Ну, в общем, телефон не вытер, блин, в общем, такая фигня. Сейчас я тут чем занимаюсь? Сегодня понедельник. Сейчас надо будет мне начинать потихоньку. Да я не знаю, за что хвататься. За что хвататься, за все подряд. В общем, сейчас надо будет мне что сделать до выходных. Ну, по крайней мере, пока Пашки нету. Сейчас поприготовить, потому что я снял вот эту фигню, которая кабину поднимает. Заодно купил тягу жигулевскую, она у меня уже лежит, наверное, месяц, блин. Сейчас я вам покажу. Установил, значит, поднималку эту. Вот. Сейчас хочу тягу поставить. И надо сделать нормальное крепление человеческое. Потому что это человеческая жизнь, блин. Вот. Сделать крепление в плане того, что чтобы кабину фиксировать. Вот. Немножко сейчас вымеряю. Ну и в общем буду потихоньку подделывать тут. Потому что кабину я до этого не мог поднимать. Ну как не мог, я-то мог ее поднять. Дело все в том, что, во-первых, погоды не позволяли. Там то дождь шел, то еще какая-то херня тут. Вот. Чтобы добраться до вот этой проводки, сейчас надо, во-первых, повыводить все провода. Вот. Что-то мутить с фарами. Спасибо, кстати, вам за комментарии, что вы писали по поводу фар. Сейчас я вернусь тоже к этому вопросу. По поводу фар, по поводу всей этой канители. Вот, поэтому сейчас у меня тут куча всяких мыслей в голове, то есть как это все сделать. Но надо немножко поэтапно. Сейчас вот доделать вот это, чтобы она уже не висела, тяга это. Эту фигню я поставил. И соответственно что-то потихоньку. Надо и салоном заниматься, надо потихоньку подмучивать с фарами, чтобы можно было это уже потихоньку куда-то что-то выводить. Ну, в общем, работа. И салоном надо заниматься. В общем, не знаю, чем заниматься, за что хвататься. Ну, в общем, поэтапно буду делать. Сейчас я вам покажу все. Вот, смотрите, ребят, вот так я сделал кронштейн. Ну, вот эти вот уголки, которые у меня были. Вот, сделал кронштейн, он тут не касается. Вот, видите, просвет. Бак он мешать не будет. Провода, ну, то есть вот эти шланги я потом разведу так, как они мне нужны. Поднимать отсюда удобно. Потом, значит, дальше вот это вот мне вообще ни хера не нравится, вот эта конструкция. Я потом покажу, я видел на одной машине. Вот, либо это самодельная. Вот, ну что-то надо делать. В общем, сейчас я что делаю? Сейчас я хочу установить вот эту тягу. Она длинная, жигулевская. Что-то я ее купил за 500 рублей. Вот. В принципе, она ставится без каких-либо заморочек. Я имею в виду без этих. Поняли вы? Без каких заморочек. Я имею в виду, не стояла сюда. Ну, я ее поставлю, пусть она будет. Хуже, в общем, от этого не будет, ребят. В общем, такая хрень. Хуже не будет. Сейчас вот мне надо вымерять ее, обрезать. Сюда приготовить кронштейн. Ну и так по мелочи потихоньку, в общем, что-то мутить. Есть тут свои сложности. Надо сейчас что-то это дело законетелить. Так, ребятки, вот такая у меня есть хрень. Ну, остался вот этот уголок. Сейчас мне надо с него 40 взять. 40 взять, да? 40 взять. Все, то есть я сейчас вот с этой что-то попробую сделать. Есть у меня мысли некие, как вот с этой фигни сделать эту канитель. В общем, сейчас буду что-то химичить, резать, пилить. Так, ребятки, работаю тут без вынимачки, блин. Ой, блин, нахуй табуретку взять, посидеть, что ли, блин. Покурить, отдохнуть. Так, что мы тут имеем, блин? Дело в следующем. Вот такой кронштейн я сделал. Вот, сейчас взял тягу. То есть выпилял его вот так вот, подготовил.
Вот, это авиационный дюраль, он жизнь не согнется, не погнется, он крепость сумасшедшая, лучше, чем у этого металла. Посидеть не удалось. Так, тут что я сделал? Тяга жигулевская. Все по старой схеме. Засверлил, забил сюда трубку вовнутрь. Сейчас надо будет ее забабахать. Вот так вот. В общем, те, что короткие, они вообще коротенькие. Там вот такие вот. Сантиметров может по 30. Они короткие, они не пойдут. Чем длиннее тяга, тем меньше угол будет туда-сюда его дергать. Вот, я хочу в самый дальний угол туда засандалить. Вот. Сейчас все это дело заварю, забью. Укорочу. В общем, у меня тяга это получилось 77 сантиметров. Жигулевская. Кто будет фантазировать и говорить, что она там разобьется. Мне есть пресс поменять, мне вот эти втулки. Если надо будет 5 секунд делов. Так что пока у меня такая система. Подготавливаю тут болты. Сейчас надо это все дело залепить. И заняться, наверное, вот тем кронштейном. Ну, не кронштейном, а именно под которая будет идти эта фигня под этот. Поняли вы, да? Я сам ни хрена не понял. В общем, чтоб на голову эта херня не упала, блин. И, кстати, можно еще датчик вот тут поменять, блин. Он под мозги евро 3, а у меня евро 2 здесь, поэтому надо другую херню ставить. Что работает, блин, вообще, блин. Просто анус полный, блин. Чай некогда попить. Так, болтики сейчас подготавливаю. Тут ширина. Надо с алюминия выточить шайбы. Что-то гудит моторное. Что серьезное. Так. Значит, что я тут тягу, ребята, тягу. Тягу я подготовил, покрасил. Вот. Тяга покрашенная, подготовленная. Сейчас я ее поставлю. Мне надо будет выточить втулочки размер. Сейчас надо определиться. В общем, протачиваю сейчас шайбочки, хочу сделать. В общем, установил я, ребята, эту срань. Поставил здесь это алюминиевые шайбы. Затянул до усеру. Знаете, что я вам хочу сказать? Мне кажется, это все срань, блин. Это так. Посмотрим, как она будет. Но я вам скажу, значит, смотрите, я сверлил. Когда, как я и говорил, когда приседает пружины и существует, чем больше вот этот удлиненный этот люфт, вот, тем, соответственно, при нажатии ее начинает туда-сюда ломать. На Жигулях оно не ломает, потому что у нее стоят тяги поперечные, поняли? Поэтому мост там гуляет. Но тут тоже, в принципе, резинки. Здесь резинки, здесь резинки. Чтобы оно просто, блин, чтобы я хуже не сделал. Вот за что, блин, чтобы я ее нахрен не отломала она. Вот, поэтому я затягивал эту хрень, как сделал. То есть я кабину опустил, наметил и на присаженной кабине мерил. Поэтому, когда сейчас... И сейчас я вам скажу, насколько. Где-то вот так уходит. Поняли? Вот. Когда она внизу, тогда нормально. Ну, то есть, когда кабина на месте. А когда отпускаешь, где-то вот сколько там, ну, миллиметра 2. Вот, она как бы уходит в сторону. Но я думаю, конструкция... Блин, дождь что-то начал капать. Конструкция, блин, не жесткая. Блин, надо все позаносить, блин. Вот, поэтому сейчас я быстренько это опущу. Палку убрал. Продолжаю, ребята, съемку. В общем, туда я вам покажу на передний шток, что я хочу сделать. Я уже сказал, что я видел. Вот, сейчас посмотрим, что она, как она будет садиться, блин. Вся эта хрень, блин. Будет она ее отламывать, не будет она ее
Ну, в общем, вот она села. Кабина. Тут же еще момент какой. Она даже, наверное, должна быть в каком-то свободном падении, блин. Хрен его знает, так вроде ровно. Ну, посмотрим. Вот. Тут кабина-то играть будет, поэтому будем смотреть, что оно, как оно, блин. Я же говорю, я как бы просверлил отверстие по именно отверстие по тогда, когда она сидела внизу. В общем, глянем, блин, как она будет жить. Я думаю, тут в принципе большой люфт не имеет. Ну, то есть колебания. В общем, будем смотреть, что у нас с этого рая получится. В общем, сегодня весь день, блин, считаю, шлепал, блин, на вот эту всю фигню. Получается, на убил на вот эту срань сделал. Вот это сделал. Что я сегодня сделал? Больше ни хрена не сделал, блин. В общем, глянем. Ну, на ховах она стоит, на них вот этих тяг нету, блин. Все, там она просто стоит и все. Получается, кабина не будет давать гулять. Замок там отрепетирован четко. Вот, поэтому что, кабина тогда, получается, будет сюда или сюда какие-то чашки надо будет делать, блядь. Хрен его знает, блядь. В общем, это все такое, блядь. Кино, вино и домино, блядь. Что за солярка, гля? Мутная, блядь, вся как это, блядь. Что там, блядь? Помутнело, блядь. Ну, в общем, такое, ребята, дело. Ну, сделал, посмотрю. А там видно будет. Как она будет держать, как она будет гулять. Так, что у меня дальше, блин? Сегодня, наверное, уже что-то подустал, понапилился, понастрогался, блин. Достал я фары. Ну, вот смотрите, видите, обломанная вот эта хрень. Но это можно будет как-то восстановить. Я не знаю, что это фара, родная, не родная. Ну, тут не написано, что это ВАЗ. Ничего не написано. Да, это, наверное, родные, блин, хитромудрые какие-то фары. Это родные, блин, они в отличном состоянии. Вот, но, ребята, фишка вся в том, что они 12-вольтовые, а у меня будет 24 вольта. И я еще вам скажу следующий момент. Все, что рассчитано на 12 вольт, на 24 вольтах, она не будет работать, будет греться, стекло будет лопаться. Это уже проверено 100%. Это уже меня в этом никто не переубедит. Вот, так что, блин, такая хрень, блин. В общем, что-нибудь, если еще надумаю. Так, тут у меня что, вот эта коробка, блин, надо коробку. Я больше купил. Эту надо будет убрать отсюда. Сюда побольше коробку поставить. Эти все провода, блин, всю эту срань, блин, сюда цеплять. Пашу за жабры тянуть. Паша, давай, сиськи там не мни, блин. Тебя ждут великие дела, великие победы, блин. В общем, ребятки, так, потихоньку справляюсь. Где, что, как. Ну вот. Хрен его знает. Ну, гуляет. Гуляет, да, конечно, но не сильно, блин. Конечно, чтобы она там прям сильно скакала, блин. Она больше на рессорах. Вот. Ну, что-то шатается, что-то гуляет. В общем, ладно.